Всем привет! Сегодня такая ситуация, что у меня есть силикон и есть несколько колечек, из которых я хочу снять форму. И что немаловажно, я хочу сделать это максимально экономично, то есть мы сегодня будем пробовать способ не заливки изделия силиконом, чтобы он сам растекся, а будем пробовать обмазать изделие силиконом, чтобы потратить его поменьше, а потом сделаем держатель этой формы, но об этом чуть позже. Силикон у меня вот такой. Это фирма, я точно не знаю, как она произносится, я называю ее Кремень, это Кремен, наверное, не знаю, или кремень. Наверное, кремен. Это силикон на платиновой основе, 10 номер. Это значит, что он мягкий, то есть он мягче, чем 30 номер. 30 номер считается таким средним по твердости. Этот силикон я покупала за свои деньги, ездила сама его покупала лично в магазин. Брала силикон с целью, можно сказать, побаловаться, то есть раньше я никогда ничего с силиконом не делала, никаких форм, ничего. Мне захотелось попробовать, что это за материал, и еще он мне нужен для того, чтобы реализовать некоторые секретные штучки. Именно этот силикон на платиновой основе, он, кстати, подходит для создания форм, для выпечки, для каких-то там, может быть, конфет, не знаю, то есть абсолютно безопасен для использования, где он будет контактировать с продуктами. Но сейчас, собственно, о том, зачем мы здесь сегодня собрались. Расскажу про колечки, которые у меня есть. Это не все, что у меня есть, но я решила пока что сделать 3 формы. Это такие колечки, которые я покупала на AliExpress, просто для того, чтобы разобраться, какой у меня размер пальца, скажем так, потому что я не знала. Ну, просто для прикола взяла разные форматы. У меня тут есть 2 варианта. Просто плоские колечки и такой более закругленный вариант. Размер 16, 17 и 19. Не знаю, зачем я брала 19, но тем не менее они у меня есть, и это даже прикольно, потому что 16 у меня налазит где-то на мизинец, наверное, а 19 на большой. Да, по-моему, на большой палец налазит. Он даже, кстати, на большой и на указательный палец налазит. А 17 можно носить на среднем. Прикольно, что получится сделать разные размеры. Эти кольца, кстати, стоили совсем какое-то копье. Ну, может быть, рублей 50-70, а может быть и дешевле, я уже даже не помню. Поэтому я тогда взяла сразу несколько разных, просто ради интереса. Поэтому я их тогда взяла сразу несколько, просто ради интереса посмотреть, какие кольца, может быть, их как-то потом использовать. И вот они и пригодились, собственно. Так. Итак, что еще буду использовать сегодня? Это такой пластиковая крышка из-под дезодоранта, палочка от мороженого. Мне показалось, что будет очень удобно смешивать именно в такой крышке, потому что она имеет такие закругленные края здесь. Я так полагаю, что силикон не будет западать в уголочки, потому что у меня есть еще вот такая крышка, но она угловастая. И мне кажется, что здесь будет сложнее перемешать силикон. Так что вот, пользуйтесь. Прикольная вещь, если нужно совсем немножко. Еще забыла, еще у меня есть весы электронные, я недавно себе купила на Озоне за что-то 300 или 400 рублей, 0,01 минимальная, то есть, как это называется, господи, ювелирные весы, 100-я, получается, до 100-й, и у них максимальный вес 300 грамм можно складывать. Они у меня еще все в пленках, я буду как бабушка с пультом, потому что я собираюсь их использовать для эпоксидной смолы и для силикона, и для всякого такого, что может потом залипнуть, и до свидания. На них я, естественно, буду смешивать силикон. Здесь, насколько я понимаю, смешивается 1 к 1, очень просто. Еще раз повторюсь, это силикон на платиновой основе. А если у вас силикон на оловянной основе, то там уже смешивается 1 к...
то там уже смешивать очень сложно, и такой силикон, скорее всего, подойдет только для каких-то больших заливок, где ты берешь просто маленький бутылек и выливаешь, смешивая с большой частью силикона. И также еще одно очень важное свойство именно платинового силикона, почему я выбрала именно платину, он передает весь глянец, который есть на изделии. То есть, если изделие глянцевое, то и сама форма получается глянцевой, соответственно, с нее потом изделия уже готовы получаться глянцевые. А я собираюсь работать с эпоксидной смолой, поэтому это очень важное условие. И, кстати, все ссылки, все, что где я брала, я оставлю внизу. Можете тоже посмотреть. И укажу, наверное, еще цены, сколько стоит. Это, кстати, стоит относительно недорого по сравнению с другими силиконами, которые вообще существуют. Сейчас я переезжаю уже на камеру на стол и уже будем намазывать. Сейчас покажу вариант, который у меня почему-то не получился. Это очень странный результат, от этого очень важный, советую его не пропускать. Я приготовила вот такую платформу. Это просто блок стикеров, на который наклеен двусторонний скотч. Кольца подготовила, обезжирила их и убрала ярлычки. Теперь начинаю приклеивать кольца. Расстояние между ними делаю чуть меньше сантиметра. Держатся кольца очень крепко, такой скотч очень липкий. Я взяла немножко талька, мне захотелось заматировать скотч, чтобы он не мешал работать. Тальк вообще полностью убрал липкость, это отлично. Теперь беру изопропиловый спирт и кисточкой дополнительно убираю следы от пальцев. Их может быть и не видно, но скорее всего они есть. И, наконец, начинаю смешивать силикон. Начинаю с компонента А. Такой палочкой очень удобно помогать себе наливать силикон, потому что так он стекает очень тонкой струйкой, и можно очень легко сделать какое-то маленькое количество. Здесь у меня получилось 1,5 грамма, и теперь наливаю компонент Б. Сначала перемешиваю очень медленно и очень аккуратно, чтобы поменьше пузырей набрать. Пузыри, конечно, при перемешивании появляются, но из-за того, что силикон с маркировкой 10 жидкий, они выйдут сами легко. Перемешивать надо хорошо хотя бы минуту, стараясь проработать все внутренние стены. Затем дам постоять смеси минут 15-20, чтобы она стала более густой и тянучей. Прошла, наверное, минута, и практически все пузыри вышли сами. Да, силиконовым стеком наношу силикон на сами кольца. Силикон, конечно, начал немножко растекаться, но в дальнейшем я его подтянула обратно. Я все-таки решила загустить смесь Кавелосом, это диоксид кремния, более подробно есть видео из подсказки. Это почти то же самое, что и аэросил, но он более тяжелый и собранный в такие более крупные фракции и способен разводиться в воде. Я аккуратно перемешиваю, смесь очень быстро загустевает. Но потом порошочек немножко расходится, и смесь уже не такая густая. Теперь она более тягучая, хоть все еще способна растечься. В идеале, конечно, сначала тонко промазать чистым составом, дать застыть и уже затем наносить более толстый слой загустителем. Вот так все выглядело потом в итоге. И неровно, потому что мне все время казалось, что силикон стечет, и я старалась его поднимать до самого последнего момента, а там он уже начал желатинизироваться. Ну а теперь рассказываю, что же у меня случилось. По какой-то причине в месте контакта с основанием силикон остался липким, то есть не застыл.
Сами формы застыли отлично, и именно в месте контакта со скотчем нет. Поэтому вывод такой, что это либо из-за контакта с тальком, либо из-за контакта с клеевой частью двустороннего скотча, или даже со спиртом, что менее вероятно. А силикон как-то прореагировал и не захотел застывать. Я приняла решение переделать формы и сделать все по-другому. У меня есть вот такой клей для ресниц на латексной основе, самый дешевый и прозрачный. Он легко удаляется от всего, но при этом имеет липкость и сможет удержать кольца. Я решила сделать 2 плоских кольца способом обмазки, а закругленное кольцо залить традиционно, но тоже с экономичными приемами. Вдавливаю маленькую капельку клея, нужно будет нанести его очень тонко. Я беру зубочистку и наношу очень тонко, и важно дождаться высыхания такого клея, тогда он начинает работать как двусторонний скотч. Когда он из голубоватого становится прозрачным, значит он застыл, тогда и можем приклеивать. Вот видно, что он отдает где голубым, где золотом. Я жду высыхания где-то пару минут. Теперь занимаюсь подготовкой для заливки 3-го кольца. Взяла крышку от молока, но нужна не внутренняя, а внешняя ее часть. По сути, за основу можно взять что угодно, даже бумажку со скотчем. Также наношу клей для ресниц. Кстати, клей для ресниц бывает разный. Этот для ресниц на ленте и именно на латексной основе. Возвращаясь к первым 2 кольцам, клей просох, я приклеиваю кольца к основанию. Эта бумага оклеена обычным скотчем. Стираю теперь гипотетические отпечатки пальцев. Еще важно проверить, не заморались ли кольца случайно клеем, и если что, я убираю. Я, кстати, для удобства перелила компоненты силикона в PET-баночки, чтобы не мучить больше свои банки. Очень удобно. Теперь приклеиваю 3-е кольцо к крышке. Я из обычного детского пластилина сделала бортик и начала сначала пробовать придавить стык к основанию, а потом решила просто пройтись обычным лаком для ногтей. Это будет такой подстраховкой от утечки силикона. Я капнула немножко тем же лаком в центр и придавила лепешку из пластилина. И опять готовлю силикон. На таких весах реально очень удобно отмерять маленькие объемы, очень советую всем. Можно купить на Алиэкспресс, но и на Озон они не особо дороже, поэтому, на мой взгляд, лучше то, что быстрее. Сначала заливаю в заготовку для 3-го кольца. Заливать лучше всегда в одну какую-то определенную точку, чтобы силикон растекся сам и заполнил все полости, все места. Забавный факт, это работает. Я постучала платформу об стол и видела, как выходят мелкие пузыри, они лопались на поверхности. Ну и в дальнейшем остальные, благодаря жидкой консистенции, выйдут сами в ближайшие 20 минут. Оставшуюся смесь сразу добавляю к Авелос, буду делать обмазку колец. За кадром я обмазала кольца точно так же, как в прошлый раз, и ничего не растеклось. Это первый слой, он довольно тонкий для жизни. В этот раз, кстати, все просохло нормально, никакой липкости нет. И, кстати, я точно уверена, что дело было не в непровешивании силикона, потому что в тот раз все застыло, кроме места контакта с основанием. И вот так выглядит залитая форма. Ничего не убежало, пластилин с лаком все держали отлично. Немножко о том, как я делала бортик. Я раскатывала колбаску, потом приплющила ее линейкой, подбила один край, чтобы он был ровным. Потом примерила, достаточно ли расстояние от кольца, чтобы толщина залитого силикона была надежной. Потом скрепила пластилин на весу и уже затем приложила его к основанию. И просто придавила его немножко, чтобы он присоединился по всей площади контакта к крышке. Пластилин, кстати, у меня довольно твердый, а шов крышки в итоге решила не делать. По стыку я прошлась вот таким лаком основа-закрепитель «Звездный дождь» из Ашана. Он довольно жиденький, но очень быстро высыхает при этом. А вот уже высох 2-й слой силикона, я его довольно жирненько нанесла. Сделала снова бортики из пластилина, такие высокие, и для 2-го кольца тоже. Но я не советую на самом деле делать их на одной подложке, лучше все-таки разделить. Я беру гипс, а точнее алебастер, покупала в строительном магазинчике 100 рублей за 3 или за 5 килограмм. Разбавляю гипс водой, смешанной с ПВА клеем на глаз, до состояния жидкой сметаны или густого кефира. Заливать что гипс, что силикон, что эпоксидку лучше в одну точку, чтобы все само распределилось и не было пузырей. В данном случае на пузыри сверху по барабану, здесь главное создать твердую основу для силиконовой формы. Но если хочется убрать, можно сбрызнуть спиртом. Гипс быстро застывает, но окончательно влага из него уходит 1 или несколько дней. Это, конечно, не мешает начать работать с ним всего через пару часов, но я снимала этот проект долго, и здесь у меня уже пару дней он засох. Здесь 1,5-2 сантиметра высота. У меня в самом начале заливки немножко вытекло, но так как гипс очень быстро схватывается, он сам себя забаррикадировал, и ничего страшного в этой утечке нет. Я, видимо, просто слабо придавила в этом месте пластилин, так как 2 борта рядом, и было сложно так делать, лучше все-таки делать формы отдельно. Ну что, начинаю снимать.
так все ровно получилось, прям какое-то эстетическое удовольствие получила. Пластилин легчайший отстает от гипса. Его потом, конечно же, можно использовать повторно, просто надо убрать кусочки гипса. Ну и настало время освободить силиконовую заливку. Я, конечно, немножко затупила, надо было сделать серединку немножко повыше, чтобы ее не заливать, но, с другой стороны, так форма точно не будет деформироваться. Здесь такая приятная матовая текстура передалась от крышки. Сейчас я зашлифую немножко одно гипсовые держатели, чтобы ровно потом ставить на стол. У меня наждачка 220 горит вроде бы. Просто возьму, положу на ровную поверхность и такими движениями сравняю дно. Вот что у меня получилось. Здесь пришлось сильнее убрать, потому что я посмотрела по уровню и было немножко неровненько. Я потом покрою их лаком, чтобы гипс не впитывал влагу больше, потому что он умеет. Так будет практичнее ими пользоваться. Настало время извлекать кольца. Внутри ничего липкого, все застыло как надо. Внутри она глянцевая, все отлично передалось, и я не вижу никаких пузырей, в общем-то. Я маркером делаю отметку, чтобы потом не путать, какой стороной вставлять форму. И вот что внутри. Такой кратер интересный получился. Здесь я вижу, что внутри форма чуть менее глянцевая, вероятно, из-за добавления аэросила. Как я уже говорила, лучше первый слой промазывать чистым составом без всяких добавок. Но в данном случае ничего страшного не вижу, можно всегда перекрыть сверху УФ смолой или просто заполировать. Показываю, как достать форму из гипса, здесь главное зацепиться за край и потянуть за него. Здесь ровно такой же результат, все застыло, а внутри поверхность в меру глянцевая. Вот такие формы у меня в итоге получились. Это, конечно, самая красивая, но и самая тяжелая. 2,43 грамма. Остальные две у меня 1,83 и 1,69 грамма. Они по весу почти на треть меньше, чем заливная форма. И это с учетом того, что в заливной по центру я сделала еще пустое пространство. Ну вот и все. В следующем видео будет множество колец из этих форм. Оценим, какие же удобнее. Спойлер, я уже попробовала одну из них и сделала кольцо из УФ смолы за пару минут. Очень довольна. Всем огромное спасибо за поддержку и до скорых встреч.